Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, и добро пожаловать на новенькую серию по новым горизонтам Грег Теха. Как давно я не записывал серий. Это просто капец. 3 недели, как минимум, я не заходил, как минимум не записывал, ничего не делал, болел чуть-чуть. Ну, а после болезни отказал одно ухо, я не слышал и не мог просто, что-то слушать, что-то делать, монтировать, записывать. Просто не мог с одним ухом, но мне было дискомфортно, так что уж извиняйте. Сейчас же вроде все нормально, я вернулся, ну и решил ворваться, и вот прям взять и ворваться, так что я установил обновление сразу 2.3.2, думаю, почему бы и нет, посмотрим, что вот просто изменилось. Но все равно только обновились, ну и ладно. Как вы видите, сразу иконочки у нас большие стали. Красиво все так выглядит, наглядно, прям вообще балдежка. Пропали у меня тут некоторые кабеля, вот тут кабель был тоже с этим. Вот здесь у меня были, вот здесь вот так вот висели. Вот здесь, и еще вот здесь. Не знаю, с чем это связано, но просто взяли и пропали. Там какие-то особенные были или что? Или, короче, непонятно. В общем, пропали прискорбно. Ну да ладно. Может быть, где-то что-то еще было? Не знаю. Здесь с Амешечкой тоже были косяки, но я все поправил, все заработало. Там такой незначительно мой косяк был просто. Думал сейчас, честно, что с обновой что-то связано, но нет. Сегодня будем с вами заниматься вот этим, опять же, многоблоком. Будем его апгрейдом заниматься, а именно до 2 тира повышать. Места здесь катастрофически мало, поэтому мы будем его ставить вот здесь. Я уже контроллер воткнул, настроил, а именно что настроил. Поставил тир 2, тир 3 пока нам недоступен. Infinity у нас нету. Ну, точнее, и было, но у нас его очень мало. Поэтому сколько его было, я хотя бы докрафтил, чтобы хватило нам на 2 тир. На 3 не хватает. Вот. Также здесь еще указал биочембер, который позволит нам создавать био-вайр. Ну, то есть био-микросхемки. А то без него, ну, то, что там сейчас у меня воткнуто, там ничего не скрафтится никак. И Liquid Cooling, то есть позволит нам добавлять охлаждающую жидкость, тем самым повышать скорость производства. Ну, развернул биочембер, чтобы красиво все было, поправил по координатам, все как нужно. И давайте покажу. Теперь это выглядит так вот. Здесь у нас центральная часть. Это отросток уже для 2 тира. Сзади биочембер стоит и охлаждающие компоненты вот здесь. Аккуратненько так скомпоновал. Прикольно получается. Надо будет собирать. Также на будущее сделал небольшой отступ, ибо когда будем 3 тир ставить, он будет прям до сюда. Ну, чтобы ничего потом не разбирать, не пересобирать и так далее. Так вот все это компактненько выглядит. Осталось, конечно, сюда подвести нам энергию. Этот, конечно, далеко трансформатор. Да этот не близко. Тут мне просто еще будет один многоблок большой. Ну, не буду спойлерить. Так что энергию нужно будет подводить как сюда, так и сюда. Может, трансформатор сюда поставить отдельный? Или этим пользоваться? Не знаю, надо будет подумать. И плюс, видите, тут подвала никакого нету. Надо будет тоже подвальчик сделать. Ага. Но здесь выход на улицу, которым я никогда не пользовался вообще. Как построил, так и вообще никогда им не пользовался. Зачем я его создавал? Фиг его знает. Надо будет, в общем, его запечатать. Одного вот этого выхода нам будет более чем достаточно. Запечатаю, сделаю подвальчик красивенький, аккуратненький. МЕ подведу сюда. И будет все шикарно. Также еще это... Пока я ФКшил сегодня, ну, после того, как я зашел, до записи серии, думал, поставлю биомайнфреймы, пусть крафтятся. Я забыл, что я их не исправил и не поставил на крафт. По итогу, смотрите. Посмотрел, как они крафтятся, и такой, чего? А у нас тут появились новые СНДшечки. 5. Обычно их было всегда 4. Здесь вот такой вот новый 5 цвет появился. Только поставил на крафт, и сейчас записываю повторный этот кусочек. Мы его там ставили с вами на крафт. Крафтится он довольно-таки легко. Всего лишь вольфрамовые стальные болтики, ХССЕ проводочки и самариум. Все это заливается полибензопиндазолом, и все, вот они получаются. В итоге поставил на крафт. Ну все, теперь они должны, по идее, крафтиться.
Кстати, еще тут заметил, смотрите. Assembly Line и есть Advanced Assembly Line. Я все сидел, гадал, чем же они отличаются, спросил. Спасибо большое, что отвлекаетесь в Дискорде, ну, помогаете, если я что-то не знаю. В итоге это такой же Assembly Line, только многопоточный. То есть, если ты закинешь в него крафтов не на один крафт, а, например, там на 20, ну ладно, не на одну микросхемку, а на 20 микросхем, то он все 20 может скрафтить. А все, опять же, зависит от вольтажа, сколько ты энергии будешь подводить. Чем больше, тем будет быстро, ну, больше он крафтов делать. Прикольно. Может быть, когда-то что-то где-то заапдейчу, и будет классно. Ух. Я тут планирую, в общем, делать пролетку для вас, пока это буду все собирать. А собирать, как вы видели, там очень много. Или... ну, блин, так геморно это все будет на камеру снимать. Нет, не буду. Тут постоянно эти пролетки делаю. Не-не-не-не. Так соберу. А, кстати, да, надо не забывать еще о том, что для этих структур нам потребуется еще один хэтч. А именно coolant hatch, input hatch в скобочках. Туда будем заливать жидкий кулинг. Или термосинк какой-то. В общем, надо будет разбираться. Вроде такое крафтили. Ладно, встретимся через секунду. Ну, все. Наконец-то все это дело построено. Залатал всю эту дыру снизу. Сделал аккуратненький подвальчик. Поставил трансформатор. Подвел сюда энергию. Осталось все это дело только дособирать. Я собрал полностью, но еще нужно вот эти все комплектующие тоже воткнуть. Ах, ну да ладно. Так, начнем, наверное, все-таки с Energy Hatch. Слава богу, знаете, что я не делал никакой там пролетки, там быстро, как я это все строил, потому что на это бы вы смотрели минут, ну, в ускоренном видео, минут 8, наверное. Так, поехали, значит. Сюда можем сразу Maintenance Hatch. Вот это все срубаем. Так. Хотя что я сюда наверх приперся? Нам все равно все настроить снизу. А, Auto-Maintenance Hatch поставил. Точно. Так, я взял к себе вот Creotium Cooling. Не знаю, подойдет он или нет. Надеюсь, что подойдет. Так. Так. Что еще? Приемщик, конечно же, предметов. Ну и тебя воткнем. Начнем, разумеется, с подведением энергии. Энергия будет столько же, сколько и на первом нашем образце. Слава богу, ничего не взорвалось. Так. А, ну, про все остальное, конечно же, я забыл. Хотя, что я забыл? Можно было то сходить, ну ладно. Еще сходим. Интерфейс раз. На экспорт. Кстати, еще не убрали, хорошо. Не то. 2. А, ну, разумеется, 3. А, ну и кабеля. Кабеля. Так. Ну и поехали. Микросхемку потом воткну. Раз, два. Вот так вот, значит, все. Теперь нам нужна будет флешечка. Какой-то опять был этот звук. Как в прошлой серии я вам поставил на повтор. Как будто там слизняк где-то прыгнул. Интересно, откуда эти звуки? От этого много блока, что ли? Интересно. Так, дальше. Это мы скопируем. Это можно смело забирать. Все рецепты тоже забирать. И все вроде бы. Коридор получился у нас двухсторонний. Я поначалу прокопался отсюда, а потом понял, тут же тоже коридор есть. Ну и решил все это дело просто соединить. Так. Значит, раз, два, три. Все, жидкости есть.
Интерфейс. А, микросхемку забыл. Ладно, нам еще возвращаться за жидкостью. Кстати, вижу, не работает. Нет. Значит, не он. Значит, просто обычный input hatch. Окей. Input hatch. Так, если будем кулинг наливать... Интересно, какой подойдет нам? То есть, подойдет ли нам супер кулант? Ну, я, по крайней мере, очень сильно на это надеюсь, что он подойдет. Что обычно там не надо будет заливать. А, да, все-таки, видимо, при сборке он выдает этот звук. Так, второй тир. Говорит, не починено, потому что не собралась структура. Хотя тут все установили как нужно. Так. В центре не забыл установить. Да я уж все собрал, эй. Все правильно. Кстати, вот на вот это я потратил весь свой Infinity. У меня его больше нет, поэтому на третий тир я даже не претендую никак. Так. Еще раз. Ладно, вначале в первую очередь сюда сходим. Микросхемку взять. Она же у меня здесь. Да. Угу. Проверка. Все точно то же самое установлено в нем. Такое ощущение, что я что-то забыл. Так. Есть. На всякий случай, просто, чтобы потом точно не было никаких вопросов. Так, ну первый тир собрался. Поехали, второй тир. Это сейчас все сбросилось. Ё-моё. Да, это от него звук. Так, второй тир собрался. Биочембер. Да. Или нет? Да, все это сбросилось. Ладно. Так вот делаем. Странно, что он теперь показывает, что он собран, ё-моё. Но это сейчас все дело нужно будет пододвинуть ко мне поближе. Ну, сейчас зато покажу, как это все дело двигаю. То есть это все туда. Так, да, все верно. Хотя можем посчитать даже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14. Плюс 14. Это получается 13. Да. И вот здесь тоже. На 2 блока. Так. 11, то есть. Надеюсь, все верно сделал. Ой. Ой. Куда я это все дело ввожу? Так. 13, тут 9. Ровно. Ровно. Ну, теперь-то точно все собралось. Странно, почему он изначально не хотел собираться. Кстати, насчет микросхемки надо будет подумать еще. Кстати, борды. Вот, тут нужно будет посидеть подумать, что лучше, конечно, закидывать. У нас теперь есть второй тир, у нас есть теперь био, то есть мы можем тут работать. И второй тир, например... А, ну тут сервер... Да, понял. Циферку 2 тут не поставить. Тут тоже он нужен. И здесь тоже. То есть, если идти на повышение коэффициента качества вот этой всей продукции, то нам как минимум потребуется Silver Natius. Чтобы его получить, нам потребуется скрафтить Nanoforge, а у нас его еще нету.
Поэтому пока посидим на первой микросхемке, и надо будет посмотреть, как это вообще сейчас все работает. Все. Так. Борт. Ну, я хочу посмотреть опять же вот на этом всем дело. Как... Что такое? У меня такое ощущение, что у него там с электричеством плохо все. Или кулонт не тот. Я уже забыл, как это... А, понял. Так, так. А, тьфу ты, е-мое. Энергия есть. Shutdown due to power loss. Чего? Па-па-па-па-па-па. Стопэ. Надо же еще не забывать о чем. Возможно, к каким-то структурам тут тоже нужно подводить энергию. Я об этом, кстати, не подумал. Так как мы сейчас вот этим пользоваться не будем, то сейчас будем на нем эксперименты ставить. Там, где увидим. Ну, короче, сейчас разберемся. Проще просто его будет снять, нежели чем там постоянно сейчас все это дело ломать, перестраивать опять. Так. Ну, это я поближе туда просто перейдем. Наверное, вот эти будут структуры запитать, одну из них. И вот колонну. Тут у нас вплотную, возможно, и так будет работать. Но, опять же, я не уверен. Ну, давай смотреть. Просто, может быть, где-то это и указано. Хотя... Может быть, тут и правда указано. Ну, тут видно, что на улучшение. 1 плюс, тоже бесит. Так, тогда тут перевожу. Ну, тут не написано, ну, хотя тут указано, что количество энергии повышается. Но мне еще, знаете, что насторожило насчет жидкости? Либо дистилляционную жидкость, либо спация кулант. Space Coolant. Интересно, Space Coolant это какой? Вот. Ладно, ладно. Все равно, раз поставили, то надо посмотреть. Я уже определился с тем, что, наверное, поставлю Energy Hatch добавочный, и, наверное, все заработает. Но на всякий случай я просто хочу глянуть, что тут вообще у нас творится. Так. По центру циферка 2. Cooling enable. Enable. Насчет 2 ничего не говорится. Тут некуда подключать. Ладно. Предположение мое остается таким же. Как там? Energy Hatch. Energy Hatch на 8 миллиончиков. Люблю, когда у меня есть запас. А когда вот нету запаса, прискорбно. Блин. Нет, должен быть. 5 ампер, 5 ампер, 20. Вот он. Хотя... Там 4 батарейки, по идее, даже вот такой он. Можно просто заменить на такой. Так, сразу эту структуру на всякий случай офнем. А, она офнута, хорошо. Это лучше менять снизу, чтобы сразу подключить к энергии. Стоп. Еще. Давайте сразу проверять. 8 миллионов, 2 ампера. Что-то поменяется или нет? Я хочу просто узнать. Да, блин. Чёртовы провода. Кстати, вроде можно там что-то зажать, и тогда провода не будет бликовать. И сможем снять. Если не ошибаюсь. Ну-ка. Ладно, бог с ним. Угу.
4 ампера, то есть видит. Это прекрасно. Так. Значит, крафт мы этих отменяем. Бо. Арт. И еще раз попробуем. Сейчас он говорит инкомплект структура. Ну, во-первых. Да, он не скрафтил. Во-вторых, из-за инкомплита он сожрал ресурсы? Не сожрал, какой молодец-то. И инкомплит интересно из-за чего? Из-за того, что у него просто тупо не хватило... О, точнее, тупо он не может работать с таким. Так. Разбираемся, значит, дальше. Я все-таки могу под циферкой 1 поменять. Но мне хочется где-то снизу это дело подводить. Она предоставляет возможность только вот здесь, первые два нижних ряда. Не хочу сверху ничего делать. Ну да ладно. Придется. А что придется? Кстати. Что с тобой не так? Я что, супер кулон закончился? Ай, ты что завис? Не висни. На радуге повисни. Нет, его дофига. А что с тобой тогда не так? Главное, 1 литр залил и все. Как это работает? Да. Так. Сюда жалко, что не подвести. Ну ладно, давайте тогда просто пойдем по-другому. Это уберем. Вот тебя придется передвигать. Подбешивать такие моменты порой. Ненавижу. Вот такие две штучки будем ставить. Тут еще разочек мы с вами скопируем. Переносить хоть как нам нужно будет. Так, так. А, всю жидкость-то я мою уничтожил. Я что-то забыл о ней. Так, и давай вот тут тогда. Так, осталось нам только подвести, энергию подвести, точнее, провода поставить. Так, Незер. С такими-то ты будешь работать, надеюсь? Не скажет нам инкомплект структура. Ну ты же до этого был собран-то, ё-моё. Ну тогда остается только одно, то, что меня удручает. То, что вот здесь... Давайте покажу. Вот есть такой вот куб. Невозможно, к нему что-то подключается. А что именно? Хороший вопрос, потому что тут написано только про хит 1. Хитген, это понятно. Ну да, про второй просто тишина. Тогда придется поискать. Где тут об этом рассказывали нам? Так. Остается тогда еще кое-что сделать. Вот сюда залезть. Мне там подвала просто нету.
Но мы просто протестировать. Так, и протестируем на дистилляционный. Опа. Дис. А. Ладно. Тогда вот сюда сходим. Дистиллированная вода. Стоп, капсулы вначале. Хотел, блин, сегодня небольшую серию сделать. Ага. Все дольше и дольше идет она. Ох ты ж, ё-моё, как ты долго наливаешься. Ну, давай проверять. Ну, скажи, пожалуйста, что все. Комплит структура. Нифига. Так, ну, в общем, собралась структура. По итогу. а, Два Energy Hatch он вообще никак не воспринимает, нужно ставить один. Тогда он собрался. Это раз. Во-вторых, все-таки в доп. Структуру нужно ставить input hatch, там, где мы увидели два квадратика, и туда заливать нужную жидкость. Какую жидкость заливать? Мне тут Рейд опять же подсказал, блин, спасибо ему. Вот если бы не он, не знал бы, как этот многоблок собрать. Если нам нужно использовать дистилляционную воду, то вот она структура. То есть тем самым Liquid Cooling. Если мы хотим заливать суперкулант, то нужно выбирать не его, а термосинк. Термосинк собирается совсем по-другому и выглядит по-другому. Вот она. Это вот для суперкуланта. Ладно, мы пока с дистиллированной водой посидим. Нам сейчас проверить нужно и все в этом духе. Фух. О! О! А теперь-то она скрафтилась. Ура! Так, даже проверим на всякий случай. Как там? Буаржт. Да, 46. Всего лишь за одну секундочку. Прекрасно. Я, наверное, даже поставлю какой-нибудь красный тут на крафт. Ну, надо будет научить, а синий хотя бы. Холмиум. Что это такое? У меня даже такого нету, вы прикиньте. Так. Холмиум даст? Серьезно? Так, еще раз. Холмиум даст и заряжен на квадах. Так. Я уже думал, конец серии, но нет. Кстати, после этого апдейта я не ходил ни на первую, ни на вторую базу. Может, тут что-то поменялось, интересно. Но меня больше интересует вот эта база. И тут посмотрим Холмиум. В первую очередь вот здесь. Та-та-та. О, он есть. Значит, что? Правильно. Нужно фильтрацию отсюда убрать. Хотя... И вроде бы... А, нет, тут, вот тут может быть. Вот зараза. Тогда делаем так вот. Как много всего экспортирую, ей-богу. Кстати, тут можно будет X3 поставить, и вообще будет по кайфу. Ну вот, Холмиум. Забираем же? Да, забираем. Шикарно. Будем и его тоже использовать. Вот так вот ненужные пылечки начинают появляться где-то. Каких-то крафта. Тоже, знаете, удобно, прекрасно. Тут у нас проблема с жидкостью идет, видимо. Ну, почти все переработалось. Не может не радовать. Как много тут всего. Все в миллионах. Круто. Хотя, мне кажется, даже в моих масштабах это уже маловато. Я, наверное, сейчас сделаю холмиум. И это все дело там в фольгу закатаю.
для этих крафтов. Но это будет уже за кадром. Ой. Я, как всегда, постараюсь сделаю субтитры к данной серии, как русские, так и английские. Пока я вижу активность по лайкам, я однозначно буду делать субтитры. Как только это все дело просядет, ну, извиняйте, значит, перестану их делать. Потому что на последнюю серию я 8 часов их делал. Устал, но сделал. За это время мог бы сколько серий бы отснять. Ладно, мы это сделали. Можно сказать, расквитали с этим. Больше к этому пока не вернемся, пока на третий тир не захотим переключиться. Надеюсь, серия вам понравилась, вы оценили, поставили большой палец вверх, подписались на канал. Ну, а с вами был Милтен, и до скорой встречи. Всем пока.